Так, друзья, приветствую вас. Ну вот опять трешак по нефти начинается. Крупнейший ETF-фонд ликвидирует свои июньские фьючерсы на нефть. Из-за этого цена падает на WTI до $12. Вот говорил вам, не надо в ETF вообще лезть. Это такая вещь, она ненадежная с моей точки зрения. И с ними лучше не связываться. Ну, что я могу сказать? Вот смотрите, здесь из-за того, что сейчас на WTI, скорее всего, снижение на этом не остановится, пойдет до 10, может быть, даже ниже, чем 10. И, как мы с вами видели недавно, бренд начинает потом следом двигаться с неким временным лагом, но тоже падать. То есть, если нефть сейчас посыпется, то вполне возможно, что по бренду мы 15,5 уже на этой неделе увидим. Ну и вот текущая ситуация, видите, WTI минус 26%, Brent и Urals пока минус 8%. Но исходя из ситуации на прошлой неделе, когда WTI сыпанулся, следом сыпанулся и Brent с Urals. Так что на этой неделе можем повторить исторические минимумы. Так, друзья, ну смотрите, вот нефтесервисная компания Diamond Offshore Drilling подала на банкротство в связи с такими низкими ценами. Она в глубоких убытках и просит защитить их от кредиторов. Ну тут следом идет хоровод замечательных компаний. Это Chesapeake Energy, который тоже в ближайшее время представится. Occidental Petroleum и Callon Petroleum. Вот по поводу Occidental Petroleum меня спрашивали мое мнение. Я, к сожалению, не успел по ней подготовиться, анализ провести, но, видимо, теперь придется. Так, ну смотрите, вот если вы вот в этих компаниях находитесь, то имейте в виду, что в ближайшее время они тоже отвалятся. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Так, ну рубль держит, его искусственно держат, судя по всему. Не дают ему ослабнуть к доллару, потому что в среду будет размещение ОФЗ. Плюс, ну сейчас на текущий момент ослаблен спрос на валюту в связи с тем, что покупательская способность населения в настоящее время невелика из-за так называемой самоизоляции. Плюс экономическая активность снижена. Плюс люди никуда не едут на майские праздники, как они обычно ездят, где они имеют обыкновение тратить валюту. Поэтому сейчас пока есть возможность удерживать доллар и евро вот в этих диапазонах. Но если нефть посыпется к 15 и к 10 долларов за баррель, я думаю, рубль удерживать не будут. И ближайшая цель движения будет 76 и далее по списку. Так, ну вот по нефти обращаю внимание, что я смотрю по бренду SFD, то есть это не июньский фьючерс, не июльский фьючерс, который там сейчас отображается у инвестинга и у Финам, и который в настоящее время 23 доллара проходит. Это вот именно сделки по нефти Brent, так CFD контракты так называемые, которые отражают текущую стоимость сделок. Вот. Ну на что хотел обратить внимание. Смотрите, вот 20 пробиваем, закрепляемся. После 20, скорее всего, будет реализована вот эта вот фигура округлая. Цель движения, первая цель движения 16,5, дальше тестирование 16 на пробой и отработка, там у него есть цель 15,5. Потом, если 14,8, 14,7 пробивается на объеме, следующая цель в районе 10 долларов за баррель. Вот, но здесь, по идее, она, конечно, должна была отскакивать. Но поскольку спрос и предложение в соответствии никак не приведут, то мы видим вот эту вот такую тяжкую агонию, которая все-таки, наверное, сейчас поведет на отработку целей внизу, которые остались не закрыты. А там дальше уже, когда цели будут закрыты, можно будет спокойно отрастать оттуда. Итого, резюмирую по бренду. Вот смотрите, либо мы сейчас на 20 натягиваемся, и отсюда возникает движение, цель которого 23. Но такой сценарий сейчас маловероятен. Почему? Потому что Америка, она вся истекает нефтью. WTI сегодня в пол вогнали. И здесь как бы, ну, с некоторым временным лагом мы с вами наблюдали. WTI падает, потом на следующий день падает, или, по-моему, через день Brent. Поэтому вот при таких ценах на WTI мы завтра, а может быть и сегодня увидим движение очень вероятно на 15,5. Вот. Ну и разумеется, такое движение оно может вызвать и ослабление рубля, потому что никто так сильно палить ресурсы не будет. Вот. Поэтому здесь совокупность причин, и
Если сейчас двадцаточку не вытягиваемся, то, скорее всего, падаем на 15,5 будет наиболее вероятная цель движения. Ну и обращаю внимание, что здесь разворотная формация, она возможна в том случае, если WTI будет восстанавливаться сегодня. Если не будет, то, скорее всего, будем лететь и по бренду вниз. Так, ну вот доллар, рубль, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. То есть сейчас вот мы пока стоим в проторговке, но видите, уже начинает к верхней границе подтягиваться, потому что нефть проседает. Но события последних дней показали, что движение нефти в пределах 10% это детский лепет. Вот если как WTI на 20-25 провалится, тогда сыпанется и, скорее всего, движение уже будет вот сюда, вот на 76. Но, опять же, пока не разместились в среду, или, по крайней мере, не попытались ОФЗшки разместить, я думаю, скорее всего, будет сдерживание оказываться. Рублю ослабляться не дадут, но, опять же, это при условии, если не будет сильного снижения по нефти, там на 15, на 10 долларов за баррель по бренту. Так, ну смотрите, часовик сейчас, если вот этот диапазончик мы пробьем, 74-76, 74,9, здесь сразу будет резкое движение на 75,17 и по факту пробитие 75,4, закрытие, вот первая цель это 76 и потом цель движения 76-72, вот сюда вот в этот диапазон. Если нефть, бренд не падает, на 15 не идет, скорее всего до среды точно будут вот в этом диапазончике удерживать. Потом, если нефть расти не будет, отпустят, наверное, на 77. Если сейчас бренд провалится следом за WTI, то вполне могут и отпустить доллар, и пойдет движение на 76 и выше. Уже сегодня или завтра. Так, ну вот Сбербанк в диапазоне держится. Тут у нас либо будет пробой 188 и уход вот в эту проторговку, или же, если все-таки его натянут наверх 191, что маловероятно сейчас, то, соответственно, отсюда может развиться движение на 199. Но при такой нефти, разумеется, вот это движение, оно просто маловероятно. Здесь в лучшем случае он будет торговаться сейчас в диапазоне 195 десятых 188. Если пробьет 188, 187,7, то первая точка остановки будет в районе 186. Потом пробой 183,5 и движение на 177-175. Так, друзья, далее НЛМК. Ну, смотрите, по НЛМК отработали цель, которая была на 125,7. Вот где выходил объем в пятницу накануне, когда он падал. Далее, соответственно, вот с нижней границы вот этой консолидации, которая ранее находилась в диапазоне 124,3, 124,43, сходили, закрыли вот эту цель, на которой был выход объема, и сразу после этого начал он пикировать. Сейчас он пробил вот эту проторговку, ушел вниз. Сейчас давайте одну секундочку посмотрим на более длительных таймфреймах. Но вот исходя из дневного таймфрейма, либо его сразу сейчас затянет вот в эту проторговку, выше уровня 124,5, или все-таки он должен будет допадать до 122,5. И здесь, если не будет пробит уровень 122, отсюда может начаться восстановление и возврат вот в этот диапазон. Если 122 будет пробит на объеме, то здесь уже наиболее вероятно движение на 115, вот сюда вот. Вот здесь у него сильная поддержка, и, соответственно, здесь его будут активно собирать. Есть еще промежуточная цель, которая на 120 находится. Здесь он тоже может притормозить. Но с учетом вот вышедших объемов, если произойдет закрытие под сильным уровнем, то достаточно высока вероятность того, что движение разовьется именно вот сюда вот на 115. Но это при условии пробития 122, 122,5. Если его сейчас или завтра затянут вот в эту проторговку, то он возвращается в диапазонное движение. И, соответственно, какое-то время будет ходить от 126,8 до 124,5. Вот в этом коридоре. Так, ну Газпром сегодня сходил наверх, к верхней границе вот этой консолидации. Выше не пошел, 188 ограничительный уровень. То, что S&P с утра вырос,
это послужило более сильным драйвером, чем нефть. Но тем не менее, то есть потом нефть все равно, видите, она свое взяла и покатился он, соответственно, ниже уровня открытия сегодняшнего. Вот. Но с другой стороны, его очень плотно держит вот в этом диапазоне 188, 185,5, то есть его не пускают, видите, ни вверх, ни вниз. Но с одной стороны это хорошо, с другой стороны как бы это означает, что как только будет пробитие, вот чем дольше держит, тем сильнее пружина сжимается. Если будет пробитие на объеме верхнего вот этого диапазона 188, то отсюда полетит он, цель у него движения будет вот сюда 189,5, 190. Вот. Но это в том случае, если все-таки по нефти мы увидим сейчас восстановление. То есть это сценарий при текущих раскладах все-таки маловероятен. Даже в виде какого-то задерга. Сейчас как бы наиболее вероятно, как у Сбера, это вот движение в этом диапазоне 185,5, 188, или вот в случае пробития 185,5, 185, здесь скорее всего его отправят закрывать цель, которая у него находится на 181, 181,5, 181. Ну а тут если 179 он пробьет, дальше цели движения будут 175 и потом 157. То есть здесь вот главное только начать, потому что у него уже с одной стороны проторговка, с другой стороны тут, в общем-то, это можно рассматривать как нисходящий канал. И поэтому такое давление со стороны цен на нефть, оно в любой момент может привести к пробою вот этого уровня и движения. Первая цель будет 181,5. Так, далее Росгидро. Росгидру начали сегодня неделю с роста. Здесь, если смотреть по часовику, осталась незакрытая цель, которая на 62,67 проходит. Вот. Ну и, соответственно, сильный уровень, который, если будет пробит, это 61,25, 61,15. Вот его пробитие на объеме бумагу обвалит, и она, скорее всего, уйдет в диапазон 59,97, 60,25. Пока она здесь, вот в этой проторговочке находится, проторговка у нас 61,75, 62,33. Возможно задергивать сюда вот к нижней границе вот этого минимального значения 61,18. Здесь, если не будет пробоя на объеме, она, скорее всего, будет отскакивать и колбаситься вот в этом диапазоне, который 62,31, 61,25. Так, далее Новатэк. По Новатэку просили. Так, смотрите, но по Новатэку здесь вот у него поступательное движение вверх идет, несмотря на то, что нефть, она падает все сильнее и сильнее. Здесь как бы цель этого движения ближайшая это 1055. Вот, в том случае, если будет откат и пробитие 946-940 на объеме, то скорее всего его прокинут и пойдет он закрывать вот эту цель, которая у него зависла на 785. Пока вот он держится в рамках растущего канала и в рамках проторговки, которая имеет ограничение 930, пробитие 930 на объеме, его скорее всего провалит и полетит он вот сюда, вот в эту область. Пока текущее движение вверх сохраняется. Но если часовик рассматривает, то он не должен пробить 970 для того, чтобы вот этот канал, вот этот тренд восходящий сохранялся. Если пробивает, то скорее всего восходящий тренд переходит в проторговку, в консолидацию. Ну и дальше, если будет пробитие 930 на растущем объеме, он уже становится падающим и будет сыпаться.